В этом видео не будет жутких маньяков, рек крови, гор трупов и историй про пытки в подвале. Только красивые женщины, только роскошная жизнь, только хардкор. Это история о преступной империи, где оружие – это улыбка, маскировка – это платье от кутюр, а шантаж – это искусство. Думаю, можно даже сказать, что это история про шопинг. Правда, не совсем обычный и не совсем законный, ведь он превратился в одно из самых изощренных и хитроумных преступных предприятий своего времени. Лондон XIX века кишел ворами, шулерами и карманниками, но среди всего этого криминального сброда была одна группа, которая выделялась даже на фоне самых дерзких банд столицы. Группа эта была женская, организованная и беспощадная. Их называли 40 слонов, их боялись и ими восхищались, и о них почти не говорили вслух. Участницы коллектива прекрасно справлялись с любыми видами оружия и искусно владели навыками маскировки, а в магазинных кражах им вообще не было равных. Они шантажировали, устраивали аферы, воровали в магазинах и исчезали без следа. Причем делали они это так изящно, что работники и хозяева этих магазинов далеко не сразу понимали, что у них вообще что-то украли. Согласно большинству источников, группировка 40 слонов начала свою преступную деятельность в 1873 году. Однако есть версии, по которым банда сформировалась аж в начале 18 века. Точной информации по поводу происхождения названия банды нет. По одной из версий, банда получила имя в честь лондонского района Elephant and Castle, где якобы находилась их штаб-квартира. А по другой, это была ирония самих участниц. После налета, спрятав добычу под платьями, они становились настолько пухлыми, что напоминали слонов. Точное число участниц неизвестно, по разным данным их могло быть до 70. Желающих хватало. Для девушек из бедных кварталов кража порой была единственным шансом вырваться из нищеты. Пока одни пахали за гроши в прачечных и на фабриках, другие за пару часов уносили из магазина сумму, о которой рабочая женщина могла только мечтать. Социальные условия конца 19-го – начала 20 века во многом объясняет, почему именно женщины смогли организовать такую банду. В строгом викторианском обществе роли полов были четко разделены, от женщин ожидали скромности, покорности и честности. Именно эти стереотипы и сыграли на руку участницам 40 слонов. Продавцы в магазинах относились к дамам с подчеркнутым уважением и не смели заподозрить их в воровстве. Обыскивать женщин было попросту неприлично и почти запрещено. Это давало преступницам уникальное прикрытие. Они могли прятать ворованные товары прямо под юбками, оставаясь вне подозрений. Вы бы заподозрили даму респектабельного вида в шляпке и платье до пола о том, что она только что обчистила витрину на пару сотен фунтов. Вот и продавцы магазинов ничего не подозревали. Им всегда позволяли уединиться в примерочной. Как правило, леди брали с собой много разных вещей, а возвращали после примерки далеко не все. Украденное прятали под собственной одеждой или в потайных карманах пышных платьев. К этим хитроумным, а порой даже изящным методам воровства мы обязательно вернемся чуть позже, потому что эти выкрутасы достойны отдельной полноценной главы в этом видео. История 40 слонов уходит корнями в последнюю четверть 19 века. По данным лондонской полиции, уже в 1870-х годах в южных районах города орудовала компания девушек-воровок. Сначала это была кучка мелких преступниц с нескромными намерениями, но долго в тени они не задержались. В 1880-х годах началась совсем другая игра после того, как появилась она. Первая королева 40 слонов Мэри Карр, цветочница, натурщица, воровка и, возможно, модель для картины «Дева с золотыми волосами». Ее преступная карьера была насыщенной, как и ее биография. Она даже оказалась замешана в истории с похищением ребенка. Но обо всем по порядку. Мэри Карр родилась в 1862 году в Холборне в нищете и среди тех, кто знал, как жить без кассовых чеков. Она рано лишилась матери, а отец ее был то ли вор, то ли беглый мошенник. В любом случае семейная традиция прослеживается четко. Вообще неудивительно, что уже в 14 лет Мэри угодила в исправительное заведение для падших девушек. Но себя она падшей явно не считала, а скорее восходящей. После освобождения она вернулась в Лондон и быстро стала своей в криминальной тусовке. Со свойственным ей обаянием и холодным расчетом она собрала вокруг себя молодых воровок, которых полиция снисходительно называла девочками. Поселившись на Стамфорд-стрит со своим мужем-мошенником, она превратила дом в штаб-квартиру и из воровской шушеры собрала слаженную банду. Роли, дисциплина, приемы – все как в приличной организации, только с налетом криминального гламура. В 1880-х-90-х под ее началом группа оттачивала свое мастерство на улице Стрэнд. Одна отвлекала продавца, вторая прятала товар под платье, третья стояла на стреме. Работали с размахом, брали только шелк, мех и золото. В конце концов, зачем рисковать из-за ерунды?
Добычу сбывали либо через перекупщиков, либо хитро возвращали в продажу через бутики, где эти же платья продавались как свежий завоз. Полиция долго ничего не понимала, думая, что это просто хаотичные, не связанные между собой кражи по всему городу. А это был семейный подряд, с графиком, дисциплиной и идеологией. В 1895 году Мэри Карр уже была не просто теневым директором. Ее имя гремело в газетах, а все благодаря 2 эпизодам, которые, по меркам Лондона того времени, выглядели, слишком смело. Первое – это загадочное исчезновение мальчика из бродячего табора. Кто-то даже всерьез решил, что леди в корсетах начали вербовать себе юных карманников прямо с улиц. Второе – уличная разборка с конкуренткой. Некая Нелли Стэнли решила покуситься на чужую территорию и была за это буквально отутюжена. Почти до полусмерти. Для викторианской публики это был шок. Одно дело украсть шляпку, другое – похищение детей и кровавые разборки. Мэри Карр и ее подельниц арестовали, грянул громкий суд, а заодно и скандал с легким флером декаданса. На суде в 1896 году все взгляды были прикованы к элегантной даме. Кто бы мог подумать, что эта леди возглавляет целую армию воровок. Именно тогда широкая публика впервые услышала название банды «40 слонов». 2 детектива из Скотланд-Ярда, сержанты Грей и Брогден, не стали ходить вокруг да около. Прямо в зале они заявили, что перед ними королева женского преступного синдиката, действующего прямо под самым носом у полиции. Мэри Карр приговорили к сроку за похищение ребенка, а таблоиды тут же присвоили ей звание худшей женщины Лондона. После ареста Карр временно сменила ее соратница Минни Даган. Она просто держала трон теплым до возвращения королевы. Спустя 3 года Мэри вышла на свободу и попыталась снова возглавить банду. Но теперь за ней приглядывала полиция. Уже в 1905 году Карр и Даган снова угодили за решетку. После этой отсидки Мэри вроде бы решила завязать, но, как говорится, Горбатова могила исправит. Перебравшись в Манчестер, она продолжила промышлять воровством вплоть до самой смерти в 1924 году. Имя Мэри Карр обросло легендами еще при ее жизни. Поговаривали, будто она позировала знаменитым художником, и именно ее золотистые волосы запечатлены на полотнах конца XIX века. Правда это или нет, неизвестно, но одно известно точно. Харизма Карр заложила прочный фундамент для банды. Система, которую она выстроила, пережила свою создательницу. И когда Мэри отошла от дел, место долго не пустовало. На смену викторианской леди в корсете пришло новое поколение. Дерзкие шумные девицы, заточенные под эпоху джаза, машин и больших афер. В 1910-х годах 40 слонов обрели новую королеву – Элис Даймонд. Высокая, сильная, с кулаками, как у боксера, и мозгами, как у генерала. Ее настоящее имя – Элис Элизабет Блэк, но улицы звали ее Бриллиантовая Энни. Родилась в 1896 году в самых трущобных закоулках Лондона, где выживают только сильнейшие. Отец – портовый грузчик, дома нищета, на районе воровки с репутацией, как у Мэри Карр. Элис впитывала это с молоком матери. К 17 годам у нее уже был внушительный список судимостей. А потом попытка пробраться на оружейный завод под чужим именем. Поговаривали, что она хотела добыть взрывчатку для налетов. Полиция не смогла ничего доказать, но факт остается. Эта девчонка была рождена не просто воровать, а строить империю. В 1915 году, всего в 19 лет, Элис Даймонд стала новой королевой 40 слонов. Карр отошла от дел, и на смену викторианской лисице пришла генеральша нового поколения. Если Мэри действовала по наитию и обаянию, то Элис была как командир на поле боя. Жесткой, расчетливой и с железной дисциплиной. Она разбила банду на отряды и назначила старших. Расписывала налеты, как военные операции. Только по архивам 1920-х историки насчитали более 70 имен. В ядро входил 10-1,5 надежных воровок, но вокруг них сформировалась целая сеть. Сообщницы, любовники, барыги, водители. При Элис слонихи стали не просто шайкой, а четко работающей преступной организацией. Современники звали ее по-разному. Королева воровок, самая хитроумная преступница Лондона, но громче всех звучало другое имя – Бриллиантовая Энни. Она получила его не только за любовь к драгоценностям. На ее пальцах красовались кольца с массивными камнями, не для красоты, а для боя. Один удар и у жертвы -2 зуба и плюс уважение. Элис держала банду жестко, ее боялись, слушались и за ней шли, потому что знали, что с ней всегда будет дело и добыча. Межвоенный Лондон бурлил. Пока высшее общество развлекалось под джаз, Элис Даймонд и ее отряды хищно охотились в тенях.
Начались годы, которые сами воровки называли золотыми. Обычный налет выглядел почти как танец. Несколько элегантных дам заходят в универмаг в Вест-Энде и разбредаются по отделам. Шелест платьев, просьбы к продавцам, тонкие пальцы, исчезающие броши. Одни отвлекают болтовней, другие ловко отправляют товар в тайники под платьями. Все по плану. Если объект крупный, Элис играла шире. Она координировала одновременные налеты по всему Лондону. Универмаги, бутики, лавки – везде всплывали отчеты о кражах. Полиция мечется, банде раздолье. Гениальная логистика, все просчитано до минуты. А потом начались светские кражи. Подручные Даймонд стали появляться на приемах в высших слоях общества. Вечернее платье, жемчуг, вежливые улыбки. Выглядели на миллион и уносили примерно настолько же. Прямо на балах у аристократок исчезали броши, кольца, цепочки. Незаметно, быстро, элегантно. А попутно девушки собирали информацию, у кого какой особняк, кто уезжает в отпуск, где охрана. Потом налет на дом. Выглядели они безупречно, настолько, что воровку никто даже не искал. Ну а кому в голову придет, что утонченную даму с бокалом шампанского нужно обыскивать? К середине 1920-х банда под управлением Даймонд превратилась в грозную силу преступного мира. У нее даже появились собственные законы и обычаи. Во-первых, территория. Весь юг Лондона и дорогие универмаги – их пастбище. Захочешь украсть там без разрешения – придется платить долю с добычи. Криминальный налог. А откажешься – пеняй на себя. Избивали, похищали и держали до тех пор, пока не заплатишь. Так банда наводила страх и устраняла конкуренцию. Во-вторых, стиль. 20-е, эпоха джаза, фокстрота и великого Гэтсби задели и их. Разбогатев на кражах, девушки сами превратились в тех, кого грабили. Модницы, тусовщицы, кутеж в клубах Вест-Энда. Днем налет в универмаге, ночью шампанское в бархате. Украденные деньги, платья, драгоценности – все уходило на роскошь. Их двойная жизнь была как из фильма. Днем воровка, ночью королева танцпола. Слава о банде быстро вышла за пределы Лондона. Когда их лица стали слишком узнаваемы, начались гастроли. Манчестер, Бристоль, Брайтон, Глазго. Стоило где-то появиться группе шикарных дам, и витрины начинали пустеть. В других городах их не знали в лицо, и это был козырь. И, наконец, еще одна из причин успеха – мужской тыл. В тех же районах действовала банда Elephant and Castle Mob. Мужчины, которые грабили, выбивали долги и занимались тяжелым криминалом. Вместо конкуренции установилось партнерство. Говорили, что один из главарей, Альф Горман, бывший любовник Мэри Карр, сам покровительствовал девушкам. При Элис Даймонд этот союз стал еще более тесным. Женщины приносили товар, а мужчины помогали его сбыть. Прикрывали, подвозили, если нужно было срочно исчезнуть. Во время налета или кражи у черного входа уже ждал свой шофер. Все слажено, все по-взрослому. Но вечный кутеж невозможен. К середине 1920-х начались первые серьезные потрясения. Закон потянулся к тем, кто слишком долго жил на широкую ногу. Первым ударом для слонов стала так называемая битва при Ламбете, крупная стычка с полицией в 1925 году. Все началось с того, что одна из участниц банды, Мария Бриттон, вышла замуж без согласия Элис Даймонд. А у слоних на такие вещи были свои правила. Никаких романов без одобрения главы. Все ради безопасности. Нарушение считалось личным предательством. Элис вместе с Мэгги Хилл решили показать, что слово королевы не пустой звук. Они устроили налет на дом семьи Бриттон. Кирпичи, бутылки, разъяренные воровки. Все всерьез. Кто-то из родственников был травмирован. Полиция вмешалась и понеслось. Женщины отбивались как могли. В ход шли перстни-кастеты, шпильки, кулаки. Но в этот раз силы были не на их стороне. Элис и несколько ее соратниц оказались под арестом. Суд стал настоящим шоу. Газеты смаковали каждую деталь. Военная дисциплина, сводки со всех уголков Лондона, четкие приказы. Внезапно из дамочки в перьях Даймонд обернулась главой целого синдиката. Ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы, Мэгги Хилл к 21. Пресса поспешила объявить, что банда разгромлена. На деле же это был поспешный вывод. Слонихи просто ушли в тень. Несколько групп продолжили работать, но осторожнее. Один репортер тогда метко заметил: они все еще бродят по подмосткам театра преступности. Пусть и поодиночке. Удар был ощутим. Даймонд поначалу руководила бандой из тюрьмы, но такое управление на удаленке не давало прежних результатов. Без Элис на троне начался закат. Когда она освободилась, то сразу попыталась вернуть себе власть, но из этого ничего не вышло. Когда началась Вторая мировая война, Даймонд не эвакуировалась из Лондона, а продолжила жить там и управлять борделем. Умерла она 1 апреля 1952 года от рассеянного склероза.
После ухода Элис банду возглавили ее ближайшие соратницы. Первой была Мэгги Хилл, стальная леди, которая в 1939-м прославилась тем, что во время ареста воткнула шпильку в глаз полицейскому. За это она получила 4 года, а после ушла в тень. Куда ярче блистала Лилиан Кендалл, дерзкая, стильная и безбашенно быстрая. Ее называли бандиткой с короткой стрижкой. Начав как простая шоферша, она быстро стала ключевой фигурой. Водила угнанные машины, устраивала налеты смэш-н-граб, уходила от погони с виртуозной легкостью. Днем леди, вечером ураган на колесах. Полиция только разводила руками. Чертовски смышленая девчонка. Но именно при ней история 40 слонов подошла к финалу. 30-е все изменили. Депрессия, безработица, новые банды, война. Романтика уступила место грубой силе. К 40-м годам 40 слонов исчезли. Символической датой считают 1952 год, смерть Элис Даймонд. Хотя кое-кто продолжил дело. Ширли Питц, ученица Элис, в послевоенные годы стала новой королевой магазинных воров. Но это уже совсем другая история. Мы проследили взлеты и падения банды, а теперь самое время заглянуть внутрь. В чем был их секрет? Все держалось на изобретательности, четкой организации и приемах, которые годами позволяли обводить вокруг пальца и продавцов, и полицейских. 40 слонов прославились продуманной тактикой и слаженной работой. Эти дамы нередко действовали хитрее и организованнее, чем мужские банды. В их арсенале были и психологический расчет, и маскировка. Давайте разберем, какие приемы сделали их такими успешными. Главная специализация банды – кражи в магазинах. Сценарий был отточен до мелочей. В универмаг заходили сразу несколько участниц. Одна, элегантная и с манерами, играла капризную покупательницу, выматывая продавцу нервы бесконечными просьбами. В это время вторая спокойно прятала украшения и мелочи в рукава или сумку. Иногда подключалась третья. Она шумно примеряла шляпы или устраивала сцену на другом конце зала. Пока продавцы бегали в попытке угодить, часть товара уже отправлялась за порог. Этот прием – классика жанра. Его еще в XIX веке описывал журналист Генри Мэйхью как типичную уловку уличных воровок Лондона. Особое внимание уделялось гардеробу. У каждой воровки была одежда с тайниками. Под широкими юбками пришивались потайные карманы по всему подолу. У пальто, муфты, накидок двойное дно. Туда легко пряталась коробка с украшениями или свернутый наряд. Даже в пышных панталонах можно было унести туфли или пару метров ткани. Помогали шали, сумочки, веера. Все это маскировало ловкие движения. Прием назывался to cloud. По-уличному закутать или унести. Если кто-то что-то заподозрил, дамы устраивали спектакль. Мол, как вы смеете? Мы порядочные леди. Продавцы терялись, боялись скандала и отпускали их с миром. А когда находили пропажу, было уже слишком поздно. Обычно 40 слонов работали тихо, но иногда действовали нагло и быстро. Если магазин имел слабую охрану или несколько выходов, запускали молниеносный налет. Несколько воровок врывались внутрь, хватали все ценное, срывали платья с манекенов, сметали украшения с витрин и в рассыпную бежали к выходу. У дверей их ждали подельницы с сумками, товар прятали за секунды и исчезали. В 20-30-х годах подключились и мужчины, но уже за рулем. Иногда машину использовали как таран, влетали прямо в витрину, выбивали стекло, девушки хватали драгоценности и скрывались. Такие налеты были рискованы, но эффективны, за пару минут 1000 фунтов в кармане. После кражи главное быстро уйти, и тут у слоних тоже все было продумано. До появления машин они пользовались поездами. Приезжали налегке, чемоданы оставляли в камере хранения. После налета набивали их товаром и спокойно уезжали обратно. Проводники видели лишь леди с багажом. Все чинно и благородно. В 1920-х годах в дело пошли автомобили. Девушки передавали добычу подельницам у входа, и те уезжали. Даже если налетчицу останавливали, при ней ничего не было. Авто использовали самое быстрое. Дорожная полиция тогда только училась ловить лихачей. Мобильность стала одним из главных козырей слоних, и именно она позволяла годами ускользать от правосудия. Магазинами дело не ограничивалось, банда добралась и до частных домов. Для этого была своя схема. Молодые участницы устраивались горничными в богатые семьи, предъявляя фальшивые рекомендации. Сначала примерные служанки работали честно, втирались в доверие.
А потом, когда хозяева уезжали или теряли бдительность, те впускали подруг и дом обносили подчистую. Деньги, шубы, платья, серебро, драгоценности. Иногда хватало и одной девицы. Ночью она собирала все ценное в чемодан, а на утро уезжала, будто шла за покупками. Поначалу хозяева не верили, что эта милая девушка – часть преступного синдиката. Но к 1910-20 годам в Лондоне уже ходили слухи. Нанимать прислугу стало делом рискованным. Один из любимых приемов банды – ловушка для состоятельных кавалеров. Молоденькие красавицы из банды изображали наивных провинциалок. То просили показать дорогу, то подвезти. Завязывалось знакомство, а иногда легкая интрижка. И стоило только джентльмену немного расслабиться и повестись на милое личико молодой воровки, начинался хорошо спланированный спектакль, когда тут же появлялись якобы случайные прохожие. Поднимался крик, мол, этот мерзавец домогался бедной девушке. Пугливому кавалеру предлагали решить вопрос миром, деньгами или украшениями. Иначе скандал, суд и газеты. Большинство откупались. Бывали и долгие игры. Дамочка крутила роман с состоятельным джентльменом, а потом грозила все рассказать его жене. Шантаж работал безотказно. Этот метод был особенно циничным. Викторианскую мораль оборачивали против самих моралистов, играя на их страхе перед позором. Украсть – это только начало, главное обналичить добычу. 40 слонов создали целую подпольную систему сбыта. Мелочь вроде духов и косметики шла у уличных торговцев. Драгоценности сбывали через скупщиков или сдавали в ломбард под чужими именами. А дорогую одежду передавали в подконтрольные бутики. Там срезали ярлыки, меняли фасон и продавали как новый товар. Полиция пыталась добраться до схемы, но все было отлажено. Поддельные документы, липовые учетные книги и почти полное отсутствие прямых улик. Бизнес шел как по маслу. Банда 40 слонов держалась на жесткой внутренней дисциплине. Новеньких принимали не сразу. Чаще это были проверенные подруги или родственницы. У каждой своя роль. Предательство не прощалось. Хотя доносы внутри почти не случались. Работала круговая порука и доверие. Существовал свой кодекс, жаргон, условные знаки. По слухам, даже татуировки в виде точек для опознания своих. Все спорные вопросы решала королева, и ее слово было законом. Главное – лояльность и доля. Все добытое делилось. Часть шла в общий фонд на адвокатов и помощь семьям. Такая взаимовыручка держала банду вместе. Даже те, кто попадал за решетку, часто возвращались обратно. Там их ждала семья и старое прибыльное ремесло. Все это показывает, что 40 слонов были не просто шайкой, а настоящей преступной корпорацией. В эпоху грубых налетов они делали ставку на хитрость, психологию и слаженность. И долго выигрывали. Но даже самые отточенные схемы со временем дают сбой. Полиция начала раскусывать их приемы, продавцы стали настороже, да и удача – вещь переменчивая. Пора взглянуть на то, как общество реагировало на деятельность 40 слонов, с кем им пришлось столкнуться и какой след они оставили после себя. Появление банды 40 слонов не осталось незамеченным. Женская группа, десятилетиями конкурирующая с мужчинами в криминальном бизнесе, случай почти беспрецедентный. Это вызывало и страх, и восхищение. Для викторианского и эдвардианского общества это был шок. Образ женщины, как ангела в доме, рушился. В либеральных кругах им даже сочувствовали. Слонихи доказали, что женщины умеют объединяться, действовать слаженно и держать под контролем полгорода. Даже полиция признавала, это была крупнейшая воровская сеть с того времени. Реакция властей не заставила себя ждать. В магазинах усилили меры безопасности, появились первые женщины-контролеры. Им было разрешено обыскивать покупательниц. Торговцы начали передавать друг другу сведения о подозрительных посетителях. Говорили, что в 20-е годы хватало лишь шепнуть «слонихи здесь», и персонал просто впадал в панику. Так, сами того не желая, они повлияли на развитие системы охраны в торговле. 40 слонов постоянно играли с полицией в кошки-мышки и довольно успешно. Да, аресты случались и регулярно, но британская Фемида тех лет была к ним почти снисходительна. За кражу год каторги, максимум 3 года тюрьмы. А если вела себя прилично, выходила еще раньше. Для банды это было не наказание, а скорее короткий отпуск. Отсидела, вернулась к своим и снова в строй. Полиции оставалось лишь разводить руками. Одних поймали, а на их место сразу пришли другие. Или, что чаще, те же самые, только с новой шляпкой и фамилией. Иногда слонихи не просто убегали от полиции, а шли в лобовую. Мэгги Хилл ослепила офицера шпилькой.
А Элис Даймонд, по слухам, одним ударом кулака с кольцами вырубила детектива. Пресса жадно ловила такие сюжеты. Illustrated Police News изображал Элис как амазонку, а ее подручную Мэгги – ангелом с лицом ребенка и руками гангстера. Желтые заголовки делали свое дело, превращали банду в легенду. Но схватки были не только с копами. Лондонская преступная среда кипела от конкуренции. С Elephant and Castle Mob у них был союз, а вот другим влезать на их территорию не советовали. Однажды Кар лично убрала Нелли Стэнли, ту самую, что решила сыграть соло без приглашения. А если кто-то из шулеров пытался обмануть при сбытии краденого, в ход шли кулаки, ножи и подмога с улицы. Открытых войн банда избегала, но даже самые отчаянные гангстеры знали, если прижать слониху к стенке, она может и нож под ребро всадить без лишних разговоров. Еще при жизни участниц 40 слонов банда стала городской легендой. Их называли и самой дерзкой женской шайкой, и гламурными королевами лондонского андеграунда. Некоторые участницы 40 слонов вдохновили не только сыщиков, но и художников с писателями. Напомню, что Мэри Кар позировала для эффектных женских портретов, а также послужила прототипом героинь романов о лондонских нищих. Когда на сценах театров шли драмы о падших женщинах, зрители шептались, мол, да это же с той самой королевы воровок списано. После исчезновения банды о них на некоторое время забыли. Подвиги мужчин в криминале вытеснили память о дамах с улиц Лондона. Но в последнее десятилетие интерес вспыхнул снова. Историки подняли архивы и были поражены масштабами банды. Вышли книги, включая исследования Брайана Макдоналда «Элис Даймонд и 40 слонов» 2015 года. А The Guardian опубликовал статью о том, как девчачья банда держала Лондон в страхе. В ней указывалось, что пока их мужья отдыхали, ужасные девицы с холодной хваткой грабили столицу. История 40 слонов не осталась без внимания кино. Сценарист «Острых козырьков» Стивен Найт посвятил им сериал «1000 ударов», где Мэри Кар в исполнении Эрин Доерти называет себя королевой 40 слонов, самой быстрой и независимой банды воров в Лондоне. Вымысел сочетается с фактами, а зритель погружается в мрачный Лондон 1880-х годов с боксерами, бандами и дерзкими леди. Сегодня память о 40 слонах живет даже в географии Лондона. Рядом со Скотланд-Ярдом работает коктейль-бар «40 слонов», как напоминание о тех, кто когда-то держал город в напряжении. Из преступниц они превратились в героинь уличных легенд. Дерзких, свободных, вне правил своего времени. 40 слонов оставили яркий след в криминальной истории благодаря изобретательности, смелости и железной сплоченности. Эти женщины создали собственную империю, пусть и воровскую, и доказали, что даже в мужском мире можно играть по своим правилам. Их время ушло, но легенда осталась, как реальная криминальная драма в духе «Острых козырьков», но на каблуках. Вот и все, что мы хотели рассказать о самой дерзкой женской банде Лондона. Пишите в комментариях, что вас удивило больше всего, и, конечно, не забудьте подписаться на канал. До новых встреч и всего вам хорошего!